утро после первой жесткой ночи на море. На самом деле, несмотря на то, что мы в Крыму находимся уже несколько дней, сейчас первый раз, когда мы подошли так близко к морю. Это Черное море, вот оно. Вы только гляньте. Все тапки себе намочил. Ночью нам ничего не было видно из-за темноты, но с утра нам открылся просто шикарнейший вид сверху. Оказалось, что мы стоим на обрыве, но только сейчас мы увидели, насколько это круто по-настоящему. Я сейчас стою на берегу Черного моря, а Артур вот уже начал купаться. Я смотрю, вот как он плещется в воде сейчас. Может показаться, что я лежу тут как парализованный тюлень, но на самом деле я просто пытаюсь пописать. Уже несколько минут, уже несколько десятков. Думаете, я не умею говорить? Ну все, дайте я это. Уйди, уходи. Как обычно, мы так и не поспали нормально, потому что ночью нам было очень важно приготовить макароны по-флотски. И закончили мы это только в 5 утра. Пока мы спускались сверху от нашей палатки сюда, на этот песчаный пляжик, мы наткнулись на заброшенный мотоцикл. Мы уже проезжали тут заброшенные дома, и вот нашли заброшенный мотоцикл. Притом он аккуратно стоит припаркованный где-то посреди какой-то вот тропинки. Мы не знаем, где хозяин, наверное, поэтому мне не хочется залезать в воду, потому что я не знаю, что может случиться. Вот так вот парень приехал искупаться, а где этот парень, непонятно. Кажется, мы встретили хозяина мотоцикла. Так что теперь можно смело купаться. Вот Артур начинает это делать. Ты глянь, что творит, а? И он ехал автостопом. Вот мы его подобрали. Загрузили. Да, вот это сейчас уезжает. Так. Это же мыс, да, ведь? Вот да, вот не мыс, это Раз там ребята собираются, я решил как раз вам рассказать об очень важном моменте. Это наш вчерашний, точнее сегодняшний уже ночной ужин. Или ранний завтрак, я не знаю, в 5 утра, что это вот, как это можно назвать? Во-первых, нужно сказать, что это были макароны по-флотски, по рецепту Артура Крейтера. Несмотря на странную воду, которую Леша купил по 2 рубля за литр, макароны вышли довольно-таки вкусные, правда, были свои косяки, в общем. Но в целом, когда ты очень голоден, и с учетом того, что ты хочешь спать в 5 утра, то было довольно-таки вкусно. И по стоимости весь наш ранний завтрак или поздний ужин обошелся нам примерно в 170 рублей. Меня зовут Виктор, мы сами с Ялты, путешествуем по Крыму.
Все просто. Очередной лайфхак за 15 минут в Коктебеле. У меня были не очень удобные шорты, которые я не успел дома подрезать, чтобы было в них свобода. Знаете, на море нужна свобода. Точнее, в жарких местах нужна свобода, чтобы у тебя нигде не потело. Но я думаю, все меня поняли, что. Я думаю, мне нужны шорты какие-нибудь. Пойду-ка вот туда, где надпись Second Hand. Я поднимаюсь, говорю, мне нужно что-нибудь из шорт. Смотрю туда-сюда, там-сям. И нахожу отличные шорты всего за 450 рублей. Подворачиваю, и все готово. 450 рублей, у меня отличные новые шорты. Ну как новые. Йоу, парни, мы сейчас в Коктебеле, и мы плывем, вы не поверите, мы плывем на шхуне, или, я не знаю, это какой-то корабль просто, типа деревянный, понимаете, как в старые добрые времена. Ему не хватает только парусов, но паруса ему не нужны, потому что он плывет на двигателе, у него двигатель, понимаете. И сейчас мы отправляемся к тем самым золотым воротам, фотографии которых вы наверняка видели в интернете. В смысле золотые? Типа из золота? В смысле, типа ворота из золота? Да слышишь? Целые ворота из золота. В натуре из золота. Огромная каменная арка природного происхождения, которая находится вот где-то вот там, вот за этой огромной горой. Золотыми воротами она называется потому, что во время восхода солнца, если смотреть с берега, лучи солнца проходят сквозь эту арку и создается впечатление, что она подсвечивается золотым цветом. Создается впечатление, что она подсвечивается, что за Мы в Коктебеле у золотых ворот, и сейчас я буду нырять с корабля. Our words were cold. But now we're in minds. But we have gone astray. Вопрос, как мы здесь оказались? Все просто, мы на самом деле ехали проездом, мы едем в Ялту и проезжаем Коктебель. И вспомнили, что здесь находятся те самые золотые ворота, и решили, что нам обязательно необходимо там побывать. О, меня укачивает, Димон. Сколько это стоит и как сделать это еще дешевле? 400 рублей это для простых смертных, но вам достаточно иметь большой фотоаппарат, который будет висеть у вас на шее, и серьезное лицо. И тогда вы сможете получить скидку в 50 рублей, может быть даже 60. Мы сразу поняли, что на эти деньги мы сможем купить себе мороженое. Чувака, который... Или резиновую тёлку. Чувака, который сделал нам скидку, зовут Александр. За что ему огромное спасибо. Во-первых, мы парканулись на главной улице, которая, знаете, во всех таких городах идет большая улица вдоль берега. Так вот, мы на ней парканулись, и только что мы обнаружили, что мужики, которые с нами все время разговаривали почему-то о чем-то, они к нам подходили, что-то спрашивали. Так вот, это все были таксисты, и они все время ждали, что когда мы освободим парковочное место, оказывается, было место для таксистов. Мы поставили здесь машину. Вот она мешает людям для прохода. Вы это понимаете или нет? Ну чего, надо убрать ее с дороги. Здесь пешеходы ходят, коляски, дети. Тут у всех тачки стоят. Тачки это стоят, это парковка. Тут ничего не написано, ничего не знаю. Мы хотим, чтобы вы машину поменяли, приезжали на свои машины. На свои это вот и какой? все. Ну, свои выпускаются, которые в России. ВАЗ? В России. Ну, ВАЗ в России выпускают. Лада. ВАЗ. Ну, вот, чтобы поменяли. Чтоб здесь ни американцы не были, ни... Ну, поняли меня, да? Тут вот вообще тут автобусная остановка, вон я видел там на этой земле. А это дальше автобусная. Здесь вот вы стали, даже люди не могут пройти. The skies are
Ну что, мы приехали в Ялту в 2 часа ночи, и первым делом нам нужно было найти подходящее жилье. Но сделать это ночью не так просто, поэтому мы решили не запариваться и отправились на автовокзал, где с легкостью вырубили номер в отеле. Однако, проснувшись, мы поняли, что это не совсем удовлетворяет нашим потребностям, и сейчас мы едем на поиски подходящей хорошей квартиры. Поехали. Позапорите. Антон, иди к нам. Научи его танцевать. Наша с Лёхичем комната – кухня. Немаленькая ванна, 2-й этаж и огромнейшая комната. 1 из 3 телевизоров, балкон. И еще одна комната с камином и балконом. Пишем, давай. Дело вот в чем. Сейчас мы снимаем одну из 2 версий, что я делаю на этом асфальте. Сначала Димон сказал мне «целуй землю». Это помните то произведение Достоевского, где там чувак купил старушку, а потом целовал землю? Так вот, Димон думает, что это смешно. На мой взгляд, совсем не смешно, поэтому я не буду этого делать. Или буду?